Так и не скажешь, да, что здесь кто-то живет. Я боюсь остаться одна. Сегодня я буду рассказывать, как проходит мой день. Я не хочу потерять близких мне людей. Я лизинку с удовольствием видела. Прямо аж это слезки накатывают. Друзья, всем привет! Сегодняшний выпуск будет посвящен девочке-подростку Лизе. Это полюбившийся вами герой, и все изменения, которые происходят в ее жизни, вы видите через наши выпуски. Те, кто еще не видел, обязательно посмотрите предыдущие видео с Лизой, с ее мамой. С вами мы уже сделали многое. Мы исполнили мечту Лизы и подарили ей все необходимое для старта маникюрного дела. И Лиза сейчас учится всему этому, обучается, ей это очень нравится. Мы с вами подарили ей новый телефон с одеждой, потому что в школе ее обижали из-за того, что она ходит в одном и том же и ничего не может себе позволить. Сегодняшний выпуск будет посвящен работе над страхами, которые есть у Лизы. Еще Лиза проявила инициативу и сказала, что если нам потребуется какая-то помощь какому-либо человеку, Лиза с радостью примет участие и поможет. К сожалению, наша история с Лизой не может продолжаться вечно, и она вот мне чем-то напоминает историю Золушки, у которой тыква превратилась в карету, да. С ней начало происходить различного рода волшебство, вот она попала в такую небольшую сказку. И я хочу вот то внимание, которое мы ей с вами уделяем, чтобы когда карета превратилась снова в тыкву, чтобы она, имея все ресурсы, которые у нее сейчас будут, всю ту мотивацию, всю ту энергию, которую мы с вами ей даем и обучаем, чтобы она потом из этой тыквы могла самостоятельно построить карету и идти в светлую и насыщенными эмоциями жизнь. Я вам желаю приятного просмотра. Прямо сейчас мы начинаем. Лиз, ну рассказывай, как у тебя прошла неделя, чем занималась, Так, что интересного было? Неделю я сидела дома, иногда выходила на улицу, вот. Был день, когда мне было очень плохо, но болела голова, то есть вот. Ну, сейчас я делаю уроки, потому что у меня есть некоторые долги, то, что я сейчас учебой занимаюсь. Договорилась с Женей, собственно, я буду ей делать маникюр. Я вот эти вот 2 недели, которые шли, я не знаю, у меня было такое чувство, блин, а когда это уже будет встреча с Женей, потому что не так хочется опять начать делать, но у меня это вызывает интерес, это круто, сам процесс, вот окрашивание, то, база, да, это долго, но, это классно, мне очень сильно нравится, то есть, Ты сейчас будешь делать на подружке? На моей однокласснице. Я, собственно, снимала видео, вот, уделяла этому время. Да, у меня были запинки, их очень много, но я старалась их исправлять. Я сама держу камеру, я сама с ней разговариваю, я сама, то есть думаю, что снять. Я думала, что вон там садятся люди, вот тоже самые видеоблогеры, там, может, с 3 попыток. На самом деле нет, то есть это все заново. И я что для себя вынесла из этого, то, что мне нужно работать с речью, и я тоже ей буду заниматься. Книги есть различные по технике речи, и даже на ютубе есть очень много видео, просто вводишь техника речи, тебе прям там будут показывать упражнения, как там те или иные гласные правильно произносить, там скороговорки читать, вот Лигурия есть. Еще мы хотели поговорить на такую тему, на тему страхов. Я боюсь остаться одна вообще. У меня такой страх. В каком плане одна? Без близкого человека. Без мамы я боюсь остаться, без сестры, то есть совершенно одна. Вот, то есть у меня такой серьезный страх. Я не хочу потерять близких мне людей. И, то есть, для меня это страшно. Что я еще боюсь? Боюсь темноты. Не боишься, что тебя могут обидеть кто-то? Обида – это такая штука, что… Она тебя разъедает изнутри. Да, то есть… обида, вот ты обиделся и думаешь, что делаешь хуже человеку, который тебя обидел, верно? То есть, то, что чтобы он понял, извинился, а на самом деле ты делаешь хуже себе. То есть ты с этим живешь, ты себя создаешь. Ты себя умеешь защищать? Нет. И я не хочу ни с кем контактировать. Лучше, знаешь, не делать повод для ситуации, чтобы тебе, сделали больно. Вот. Понятно, но бывают такие ситуации, когда люди там словами ты им ничего не объяснишь, да, особенно дети, они жестокие очень многие, подростки. По-хорошему, если ты могла бы себя уметь защищать. То есть, понятное дело, не первой лезть, а уметь себя защитить, чтобы, по крайней мере, какую-то травму, чтобы тебе не сделали. Я не даю повод для драк. То есть для меня это вообще no name.
я стараюсь просто не обращать внимания на тех людей, которые могут это сделать. Ну, ты рассказывал, что тебя даже мальчик ударил, Да, а ты ему ничего это было. не сделал. Я не ожидала, он просто подошел и ударил. То есть для меня это было неожиданно, то, что со мной так поступят. Поедем в спортивный магазин. Я помню, что тебя звонил, спрашивал, есть ли у тебя спортивная одежда. Ты сказала, что у тебя еще в данный момент нету, да? Да, она Но... мне стала маленькая, мы увезли на старую. Маленькая, да, стала. Почему мы сейчас поедем ее брать? Потому что, во-первых, она тебе понадобится. Элементарно там выйти на улицу, да, как-то позаниматься, ходить на физкультуру в школе, потому что ты сейчас все выросла, она тебе пригодится. Ну и плюс потом все равно, когда я пообещал, что когда откроется батутный центр, мы пойдем в батутный центр еще. Но все равно, то есть хочется еще порадовать тебя. Спасибо. Да, перед тем, как вот наша история закончится. Мы обязательно сейчас сходим, это все возьмем, ну и пусть у тебя будет. Хорошо. Поэтому поехали. Сейчас все возьмем. Тебе написали твои одноклассники, кто тебя обижал. Да. И попросили прощения. Да. Даже мне написали 2 девочек, которые еще не видели видео, то есть вообще. И они написали мне: Лиз, прости нас, пожалуйста, мы тебе очень много сделали плохого. А потом, что я спрашиваю: вы видео увидели? Они говорят: какое? То есть я поняла, что они сделали вывод. У тебя сейчас с одноклассниками отношения уже более-менее лучше, да. Ребята, в общем, мы взяли вот такую футболку, кроссовки и брюки. Искали костюмы, но костюмов здесь сейчас в наличии нету, и там их совсем мало. Я думал, что мы сейчас приедем, зайдем, там думал, такая очередь большая, я думал, что пускают просто по чуть-чуть людей, и все равно можно пройтись, что-то померить, посмотреть, а в итоге такая огромная очередь, и что только на выдачу работали. Мы быстро начали заказывать заказ, там в течение 10 минут заказали, нам вот собрали, вынесли, и сейчас вот покажем вам, что мы взяли для Лизы. То есть, типа, вот. Я думала, она мне будет вот так, вот, что она... Не, она четко сядет. Да, она четко сядет, потому что она... Так, дальше. У меня такой материал, не знаю, гладкий, блин. Ну, качественная футболка. Дальше, получается, идут брюки черные. Блин, они крутые. Ну все, теперь у тебя есть тренировочная вся одежда. Можешь спокойно заниматься спортом и поддерживать свое здоровье. Все, поехали домой тогда, а завтра мы с тобой еще увидимся. Заехали в магазин, купим продуктов. Лизе с ее мамой, там они творог хотели, гречку. Ну, в общем, наберем, что мы еще в следующий раз с Лизой увидимся только через 2 недели. Давай. Я возьму по традиции яблоки, потому что тогда, когда я брала яблоки, маме очень сильно понравилось. Давно ела? Давно. Сегодня наш день подходит к концу, да? Мы еще завтра увидимся. Да, увидимся еще завтра. И, Лиз, тебе вот эта форма возьми с собой в понедельник, когда мы поедем, к 9 утра. Она пригодится. Че, мама спит, да? Да, она отдыхает. Ну все, давай, тоже отдыхай. Сегодня пораньше ложись спать. Завтра тяжелый день. Все. До завтра. Давай. Отдыхай. Ты говорила, что тебе есть чем поделиться, да, в твоем дневнике. Вот покажи, что ты уже записала, как ты его ведешь. В общем, тут написано: чтобы иметь смелость идти за своей мечтой, не бойся экспериментировать. Перед тобой 20 кругов, которые можно превратить во что угодно. У меня пришла такая мысль об одной мечте. Я мечтаю с мамой отправиться, например, на море, вообще в путешествие в любой, даже в соседний город. Я очень сильно этого хочу. Это земной шар, возле которого облака и летит самолет. Вот, то есть тут идет круг, я помечаю дни, которые для меня важные. Первый день, когда мы только встретились,
Этот шрифт, он, ну, типа, он самый веселый, то есть для меня он самый радостный. 4 марта было на тот момент, когда мы с вами увиделись, только мне стало очень круто. И дальше я помечала там, когда мы были с вами в Макдональдсе, когда, то есть, и с маникюром, когда, и то есть, вот самые важные дни, вот эти вот я помечаю своим настроением. Если бы ты написала книгу, о чем бы она была? А тут я написала то, что если бы у меня была бы книга, эта книга была о девочке, которая ищет уверенность в себе, то есть она отправляется, то есть на долгий путь, вот, и она в итоге ее нашла. А вот. Именно вот тот дневник успеха, где записывать, что хорошего произошло за день, это где? Так, ну пока именно вот так вот я не писала, то есть я для себя проговариваю каждый день, когда даже ложусь, то есть я убираю все. Вот так вот. И думаю, блин, спасибо тебе за этот день, потому что, ну, в каждом дне есть что-то хорошее. То есть, ну смотри, все равно записывать именно, что произошло каждый день, это важно. То есть какие-то события, может, какие-то на тебя какие-то новые инсайты, писать, за что ты благодарна, да, этому дню, это все нужно и делать каждый день, потому что ты потом, когда откроешь дневник, ты посмотришь, ты увидишь, что у тебя в каждый день были какие-то события, да, и просто когда ты говоришь это в голове, да, вот лежа на диване, ну ты сказала, и ты все, на следующий день уже не вспомнишь это. Я сегодня все запишу за все эти дни. Да, и смотри, еще очень важно, просто дневник ты же с собой не можешь постоянно везде таскать, да, и брать ручку, писать. У тебя есть телефон. Да, в заметках даже записать, прийти. Ну, заметки написать. совсем не то, там очень маленький функционал. То есть, ну, ты просто можешь какие-то мысли писать. А если ты смотрела, мы в прошлом выпуске рекламировали приложение Logtime. Да. Вот, это как раз онлайн-дневник, где можно вести все свои записи, ставить цели, формулировать, да, их и отслеживать их достижения вот через заметки, которые там внутри встроены. Я тебе сейчас предлагаю его скачать. И мы с тобой сейчас возьмем и поставим тебе цели. Потому что в любом возрасте, неважно, молодой, подросток, либо взрослый, всегда важно четко сформулировать свои цели. Потому что цели нам помогают достигать новых высот. Всегда есть к чему стремиться, не останавливаться на достигнутом. Они нас мотивируют, да, вот, не сидеть на месте, постоянно развиваться. Да, очень важно не просто думать, да, о целях, а важно это все записывать и фиксировать как раз-таки вот в какие-то вот такие вещи. И вот приложение Logtime, оно очень хорошо это позволяет делать. Я услышал, что у тебя есть цель свозить маму в отпуск, да, куда-то попутешествовать. Можно добавить эту цель как раз-таки в приложение. Вот, заходи в цели, вставляй, выбирай картинку, все, галочка наверху. Укажите дедлайн, то есть это когда ты эту цель выполнишь. Допустим, давай сделаем через год. То есть ты себе поставила первую цель, можешь все свои материальные цели сюда добавить и прикрепить тоже сюда картинку. Это все веди, потому что здесь все наглядно. И не нужно, да, вот у тебя дневник дома, он лежит, только можешь в конце дня, да, прийти записать, а очень многие вещи забываются. Друзья, поэтому я вам тоже всем рекомендую сформулировать и записать все свои цели. Ссылку на приложение Logtime я оставлю в описании, оно доступно как и на iOS, так и на Android, есть еще и веб-версия. Скачивайте на бесплатный период, и если вам понравится функционал, понравится данное приложение, вы можете приобрести подписку на Logtime. Спасибо вам большое. Друзья, сейчас мы доехали до Ларисы Юрьевны. Вань, покажи быстренько, что мы привезли. Она просила полки себе, потому что сегодня наша задача убрать полностью ее территорию, выкинуть из дома весь хлам, все лишнее, чем она больше не будет пользоваться, потому что, я так понимаю, это все складировалось десятилетия, еще когда вот с мамой она жила. И здесь 2 больших шкафа с полками, как она хотела, много полок. И все лишнее, что останется, она уже по полочкам разложит, и будет здорово. Здесь, как видно, что никто домом не занимается. Вот, Ларисе Юрьевне тяжело ходить. Попробуем привести территорию тоже в порядок. Так и не скажешь, да, что здесь кто-то живет. Здрасте. Здрасте. Вон дождик пошел. Ага, хорошо. Плохо работать в дождик. Ну ладно, что поделать. Как у вас дела? Как настроение? Настроение у меня всегда отличное, даже если дела не очень. Угу. Мы вам привезли шкафчики с полочками. Ой, как хорошо. Да, куда потом вы все берете, все лишнее. Ангелы вы мои. Шкафы нам куда ставить? Вы говорили, что в этот угол он Вот пойдет. надо вот этот тогда диван убрать. Он вам не нужен. Мне он не нужен.
Мне нужно вот сюда именно поставить шкафчики. Ага. И в них тогда я все буду складывать Да, потихонечку. да. А Ну, убрать мне в основном вот надо в ограде вот этот В ограде уберем, вот там уберем у вас то, что там стоит Да. в коридоре. Надо было мне сказать уже тогда, что шкафчики привезете сразу. Я бы сейчас уже все освободила. А это сюрприз. Игорь, у меня еще беда. А то у вас видно, да, пакетов много, а убрать некуда, вот, да? Вот, я и говорю, их То есть переставляю из угла в угол. Все, да, У меня заставлено. еще, знаете, какая беда стряслась? М. У меня в туалете провалился пол. Я там чуть не осталась. Ого. Я, короче, там универсальный. навернулась. Не до самого дна, а просто ногой туда. Мгм. И руку себе это самое. Теперь рука еще болит, и спина болит. Я вот эти вот пакеты с места на место перетаскиваю, их переставляю. Не могу понять, Вань. Вот, Вань. Вот это кадр спрыгивания. Ага, мы сейчас за помощью съездим и приедем уже, чтобы... Хорошо, вы мне соберете, ладно, шкафчик-то? Ну, конечно. Друзья, я очень надеюсь, что вам нравится наш сегодняшний выпуск. Он получился вот таким глобальным, насыщенным, я думаю, очень интересным. Я вас всех хотел бы попросить, те, кто еще не подписаны, чтобы вы подписались на канал, поставили лайк. После просмотра этого видео написали комментарий о том, понравился ли вам наш сегодняшний выпуск. И еще поставьте колокольчик, чтобы вам приходили уведомления о новых видео. Для нас это очень важно. Подписывайтесь на мой инстаграм Медов, _, Игорь. Я вам там всем буду очень рад. И если у вас есть какие-то вопросы, я там отвечаю лично. И не так давно мы подключили функцию спонсорства, которая помогает нам делать больше добрых дел и вот делать их такими более глобальными. И вы сами видите, что как с каждым месяцем нам удается делать все больше и больше добрых дел. Мы будем вам очень благодарны, если вы оформите подписку. Для нас это очень большая поддержка. Спасибо. Привет! Привет. Юра. Игорь. Артур. Мы вчера, я написал в инстаграме, что нам нужно несколько ребят, чтобы помочь Ларисе Юрьевне вот, вывести весь ее мусор. Ребята сразу откликнулись, вот сейчас будем помогать. Готовы? Готово. Вещи взяли сменные? Взяли. Все, поехали. Мы там уже шкафы занесли, еле-еле. Все спотели. А ролики с Лизой смотрели? Да. Вот Лиза сегодня тоже будет помогать. Сейчас мы за ней поедем. Мы сейчас заехали в Леруа, нам нужно купить косу, чтобы весь газон, все вот это лишнее убрать. И еще нужны саморезы, чтобы прикрутить шкаф. Молодой человек, а где у вас косы продаются? Косы? Да. Вообще нету? Так, ну я думаю, тогда нам взять тяпку просто и тяпкой тогда убирать. Еще нам нужны саморезы, чтобы стянуть шкаф. Я думаю, вот такие будут само то по дереву. Еще я думаю взять сейчас лампочки какие-нибудь прям мощные, потому что у нее очень темно, что в зале, что в комнате. На кухне вообще света нету. Поэтому сейчас возьмем две самых мощных лампочки для зала, для кухни. И, а для кухни мы купили светильник. Чуть позже увидите, как мы его установили, как стало светло и ярко дома у Ларисы Юрьевны. Взяли лампочки, идем на кассу. Народу, конечно, вообще никто самоизоляцию не соблюдает. Это очень плохо. От этого и по 10 тысяч в день зараженных в России. Сейчас мы едем за Лизой, потому что она тоже проявила желание помогать людям. Это на самом деле очень приятно. И мы ее сейчас забираем и едем помогать Ларисе Юрьевне. Куда засовывать будешь? Все взял, даже больше, чем думал. Пришли еще идеи в голову, что можно улучшить. Привет! Ты переоделась? Да, я шоферку накинула, я ее Ага. Ну что, готова помогать? Да, я очень Да, вот сегодня очень много работы предстоит. Все, садись, поехали. Здравствуйте. Рассказывай, что вы там поделали. Получается, это я буду доделывать завтра, то есть мы договорились.
Вот, нам осталось, получается, только гель-лак и топ, и все. Мы уже покрыли базой, то есть все этапы сделали, донарастили все ноготки, опилили. Договорились, какой дизайн будем делать. Я попробую делать камешки, то есть, попробую расставить интересный такой, на большом пальце полоса такая. Ну ты это, то, что сегодня делали, ты поснимала, да? Да, я поснимала. Тогда мы прямо сейчас поставим, что у тебя там получилось. Надеюсь, вам понравится. Всем привет! Сейчас только что я пришла домой. Извините за посторонние шумы, потому что я сейчас сижу на балконе и хотела выразить огромную благодарность Игорю, то, что он выделил внимание этому, потому что я очень сильно хотела попробовать себя, как сказать, в карьере блогера. И то, что с этого момента я буду снимать мой день. Буду рассказывать, что да как, поделюсь моментами, которые происходят со мной в жизни на данный момент, покажу, как я была у психолога, расскажу, что нового я от него узнала и какие, собственно, моменты основные я тоже с вами поделюсь. А сейчас время 21:23. Я хотела бы взять в привычку вставать в 9 утра, потому что я сплю долго, и хотелось бы как-то возобновить такую привычку, и будем смотреть, получается у меня это или нет. Ну, погнали! Сегодня я буду рассказывать, как проходит мой день, поделюсь чем-то интересным, новым, покажу, как я занимаюсь у психолога и, собственно, как я занимаюсь у Жени. Первым делом, когда я встаю, я заправляю постель и иду умываться. Сейчас я подошла к своим зверькам. У меня есть еще один член семьи, кроме попугайчика. Это хомячок. Я боюсь, что он меня укусит. Вот он, мой маленький зверечек. Его зовут Лисенок. Я всегда проверяю, есть ли у них корм или нет. Если у них нету, то я его, конечно же, насыпаю. Если он есть, но его нет наполовину, я им досыпаю. Опа, готово. Они кушают, и теперь нам тоже надо позавтракать. Поэтому сейчас я буду думать, что можно приготовить на завтрак. Вот, и, собственно, вам покажу. Лиза будет не Лиза, если она не попьет чай с чем-то сладким, и это будет нутелла, потому что я ее очень сильно люблю, она дорогая, и спасибо моей маме, которая мне купила ее, я очень сильно ее люблю. Когда я позавтракаю, я иду заниматься спортом, делать зарядку, хоть даже и на карантине, и скажу вам, друзья, занимайтесь обязательно спортом, даже той же самой зарядкой, потому что это очень важно для нашего организма. Лиса, а вот то, что мы вчера покупали с тобой, да, одежду спортивную, подошло тебе? Да, я вчера все померила, все идеально, и кроссовки, они не маленькие, не большие, то есть как раз, даже если у меня ножка вырастет, то есть все будет, прям вообще. И где пяточка, вот этот вот выступ, он не прорезинен, а он твердый, и у меня ножка не будет выпадать. И штаны, они идеальные, и футболка, они идеальные. Как думаешь, куда поедем в понедельник? Не знаю. Сначала была догадка, что в батутный центр, но это на улице и без батутов. У меня такое подозрение, раз ты спросил меня про страхи, может, я буду учиться драться или нет? Ну, в понедельник узнаешь. Хорошо. Блин, интересно. Скорее бы завтра. Ребята вот тут уже повытаскивали часть. Сейчас посмотрим, что там дальше. Привет! Че вы? Как? О, тяпку. Мы вам тяпку привезли. Привет. Держи. Здравствуйте. Здравствуйте. Это Лиза, Очень приятно. Юра, Артур. Так, парни, кушать давайте. Там мойка есть. Лариса Юрьевна, мы вам тоже взяли. Спасибо, Перекусите. Комаров наел. Приятного аппетита. Да, приятного аппетита. Спасибо. Встретились два героя наших выпусков. Да. Обсуждайте. Я Лизоньку с удовольствием видела. Прямо аж это слезки накатывают. Такой ребеночек светлый. Тебе если какую-то ерунду пишут гадости, ты не обращай внимания. Мне и говорят, и пишут. Я уже закалилась. Давайте начинать работать. Сейчас они нам полочки поставят, и мы Да, будем а вы работать. будете, да? Да, Лизонька мне будет носить, а я буду составлять. Давайте.